Вы когда-нибудь видели, что скрывается за идеальной улыбкой кумира, которая каждый день украшает ваш экран? Или, может быть, мы просто стали свидетелями того, как масса людей была отполирована до совершенства, чтобы поддерживать индустриальную империю. Музыка и неожиданные откровения, потрясшие основы мировой музыкальной индустрии, начинают всплывать на поверхность, втягивая имена двух величайших мировых икон в водоворот болезненной реальности. Прежде чем мы углубимся в эксклюзивное расследование, которое навсегда изменит ваше представление о мире поп, обязательно поставьте лайк, оставьте комментарии о своих чувствах и подпишитесь, чтобы не пропустить ни одной детали этой серии подробных репортажей. Ваша поддержка очень важна для раскрытия скрытой правды. Что бы вы сделали, если бы узнали, что смех, который вы слышите с экрана телефона каждую ночь, на самом деле является защитным механизмом расколотой психики? Что, если ослепительные огни стадиона больше не символ славы, а железная решетка, ограничивающая внутреннюю свободу человека? Южнокорейский мир развлечений вновь потряс неожиданный скандал. Признание настолько откровенное, что оно способно разрушить стены иллюзий, возведенные гигантскими агентствами. Эта новость не просто слух, распространяющийся на интернет-форумах, или дикие домыслы наблюдателей индустрии, а подтверждение, исходящее из уст человека, который лучше всех знает сердце звезды. Мать Чингука, золотой магнит, любимый миллионами, наконец-то нарушила молчание, которое давило на нее, подтвердив суровую реальность. Ее сын и его ближайший друг, Тэйон, испытывают невообразимое для обычной человеческой логики психологическое давление. Тишина ночи в Сеуле обычно заполняется ревом двигателей роскошных автомобилей или нескончаемым сиянием неоновых огней. Но для тех, кто находится в ближайшем окружении, молчание стало особенно гнетущим с тех пор, как это заявление начало распространяться. Музыкой представьте себе чувство матери, которая видит, как ее ребенок, с подросткового возраста отдавший всю свою жизнь ради глобальных амбиций, теперь оказывается в водовороте необоснованных ожиданий. Это давление исходит не только от напряженного графика или физически изнурительной хореографии, но и от системы, требующей безупречного совершенства каждую секунду, музыка каждую минуту и каждый день. Мать Чингука на закрытой встрече, атмосфера которой была описана как очень эмоциональная, рассказала, что бремя, которое несли Чингук и Тэйон, достигло точки, когда улыбки перед камерой больше не могли скрыть пустоту в их душах. Есть скрытая подсказка, которая, возможно, ускользнула от внимания общественности, слишком ослепленной достижениями. Если оглянуться назад, некоторые закулисные моменты, запечатленные на камеру, кажутся кусочками головоломки, которые начинают сливаться в ужасную картину. Тэйон, известный своей уникальной и яркой личностью, в последнее время стал чаще замыкаться в себе и задумчиво смотреть в пустоту. То же самое происходит и с Чингуком, который, несмотря на 100% выкладывания на сцене, часто выглядит измотанным сверх обычных физических возможностей на любительских видео, которые распространяются в сети. Признание матери, кажется, стало ключом к ответам на все вопросы, которые хранились в умах ARMY. Она отмечает, что это психическое напряжение возникает не внезапно, а является результатом многолетней жизни под пристальным вниманием всего мира, где каждая мелочь становится лакомым кусочком для миллионов неумолимых критиков. Наиболее сильный шок вызвал рассказ матери о том, как Чингук и Тэйон часто часами молча поддерживали друг друга, потому что чувствовали, что никто по-настоящему не понимает их бремени. Они разрываются между желанием оставаться гордостью страны и базовой потребностью быть обычными людьми, которым позволено чувствовать усталость, плакать и говорить о том, что им нехорошо. Это заявление – пощечина индустрии, которая часто относится к людям как к товару, который можно выжать до последней капли ради чистой финансовой выгоды. Способствуем ли мы, как фанаты, созданию этого давления? Этот риторический вопрос теперь преследует каждый уголок социальных сетей, заставляя всех задуматься и спросить себя о границе между чувством любви и разрушительными требованиями. Эта история становится еще более запутанной, когда мы понимаем, насколько крепка связь между Чингуком и Тэйоном перед лицом этой бури. Мать Чингука очень трогательно описывает, как эти двое молодых людей становятся опорой друг для друга, когда внешний мир кажется таким холодным и музыкальным требовательным. Она подтвердила, что испытываемое ими психическое напряжение было не просто обычным рабочим стрессом, а тяжелой экзистенциальной борьбой. В их глазах глубокий страх неудачи, вызванный слишком высокими стандартами.
Каждый раз, выходя на сцену, они несли на себе бремя миллионов. Тому, какие ожидания им предстояло выдержать. И каждый раз, когда они сходили со сцены, их в тельхогримерной встречало невероятное одиночество. Это подтверждение стало для ARMY музыка словно гром среди белого дня, ведь они всегда считали, что счастье айдолов – отражение достигнутого ими успеха. Однако за этим шумом скрывается более мрачный намек на роль HYBE в смягчении или усугублении ситуации. Не обвиняя никого напрямую, мать Чингука намекнула на труднопреодолимую стену в общении между личным психическим здоровьем и жесткими контрактными требованиями. Она описала ситуацию, когда отпуск часто является лишь формальностью, в то время как умы айдолов остаются привязанными к следующим крупным проектам, которые не оставляют места для эмоциональной свободы. Этот психический стресс отразился и на их физическом здоровье, создав бесконечный цикл тревоги. Для Чингука и Тэйона каждый шаг был подобен хождению по тонкой веревке на высоте нескольких тысяч футов, где один единственный порыв критического ветра мог погрузить их в пучину глубокой депрессии. Реакция мира сейчас накалена до предела. Никто не ожидал, что такое явное подтверждение появится со стороны семьи, которая обычно очень скрытна ради сохранения хорошего имиджа своих детей. Этот снимок придает новое измерение повествованию о душевных терзаниях к поп-айдолов, превращая их из просто публичной проблемы в глубоко душераздирающую личную историю. Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш сын позвонил посреди ночи и тихо плакал, потому что больше не знал, как справляться с давлением окружающего мира? Именно такую картину представила госпожа Чингук. Картину, способную разбить сердце любому, кто ее прочитает. Музыка. Речь идет уже не о музыке, не о рекордах Billboard и не о популярности, а о спасении двух человеческих жизней, оказавшихся в центре внимания всего мира. Вместе с этим потоком информации приходит коллективное осознание того, что что-то должно измениться. Нарратив об искусственном счастье, продаваемый индустрией развлечений, начинает трескаться и показывать свое истинное лицо, полное ран. Признание матери Чингука было невероятным актом мужества, отчаянной попыткой спасти сына от еще большей тьмы. Она, кажется, посылает сигнал тревоги всему миру, призывая всех нас остановиться на мгновение и взглянуть на человека, стоящего за громким именем. Психическое напряжение, которое испытывают Чингук и Тэйон, это тревожный сигнал для всех нас о том, что за славу приходится платить очень высокую цену. Эмоции и гнев смешались среди фанатов, создав беспрецедентную волну солидарности. Теперь мир ждет. Какие шаги будут предприняты после того, как эта правда полностью раскроется? Будет ли агентство молчать и прятаться за дипломатичными официальными заявлениями? Или это станет поворотным моментом для улучшения системы и создания более гуманных условий? Тень психического напряжения, преследующая Чингука и Тэйона, теперь находится в центре внимания, затмевая любые другие новости о достижениях. Горе, вызванное признанием матери, касается не только ее семьи, но и стало коллективным трауром для миллионов неравнодушных людей. За блеском их жизни скрывается тайна, которая раскрывается одна за другой, ведя нас к более глубокому пониманию истинного смысла жертвы на этой жестокой мировой арене. Расследование на этом не заканчивается, потому что каждое слово, произнесенное госпожой Чингук, содержит другие слои информации, которые необходимо изучить глубже. Есть признаки того, что это давление исходит не только от внешних факторов, но и от внутренних конфликтов по поводу того, кто должен быть принесен в жертву ради роли, которую они должны играть в глазах общественности. Тэйон и Чингук – две души, которые часто считаются идеальным воплощением успешной молодежи сегодня, кричали в тишине. Каждая последующая деталь приведет нас к более захватывающему пониманию реальности индустрии, за которую нас хвалили. Мужество раскрыть это душевное напряжение – первый шаг на долгом пути к выздоровлению. Но это также открывает двери к другим, гораздо более шокирующим реалиям, которые были тщательно скрыты за закрытыми дверями студии. После того, как это ошеломляющее признание распространилось по всему миру, в воздухе повис большой вопрос, словно облачное облако, готовое обрушить ураган. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями грандиозного здания агентства? Если вы думали, что финансовый успех и мировое признание – лекарство от всех ран, то этот новый виток суровой реальности заставит вас пересмотреть свои взгляды. Мать Чингука не ограничилась кратким подтверждением.
Она начала расшифровывать слои страданий, которые были тщательно запечатаны в дневнике, который так и не был прочитан. Почему двум душам, которые казались такими сияющими на сцене, пришлось бороться с такой кромешной тьмой, когда погасли прожекторы? Неужели мы, зрители, наблюдаем за демонстрацией душевной стойкости? Когда-то доведенные до предела своих возможностей? История переносит нас в тихую ночь на окраине Сеула за несколько месяцев до появления этого заявления, где предполагаемое семейное собрание превращается в душераздирающее признание. Чингук, молодой человек, известный под прозвищем «Золотой магнит», за свою способность делать все идеально, как сообщается, часами сидел молча, глядя на свои дрожащие руки. Его мать рассказала, что у сына пропал аппетит и появились серьезные нарушения сна, секрет, который медицинская команда HYBE скрывала под предлогом усталости от работы. Но действительно ли это просто физическая усталость? Или есть что-то более систематическое и разрушительное, что разъедает его психику? Мать рассказала, что Чингук часто испытывал страх без видимой причины каждый раз, когда звонил его мобильный телефон. Как будто каждое уведомление было новым требованием, которое лишало его остатков энергии. С другой стороны, Тэйон, музыкант, который всегда обладал уникальным взглядом на мир, начинает проявлять тревожные признаки диссоциации. Эти скрытые подсказки на самом деле давно разбросаны по его постам в социальных сетях, которые порой кажутся меланхоличными и сложными для понимания. Некоторые внимательные фанаты заметили момент, когда Тэйон словно растворился в толпе, его глаза, несмотря на улыбающиеся губы, выражали глубокую пустоту. Мать Чингука подтвердила, что Тэйон и ее сын часто созваниваются до рассвета. Не для того, чтобы отпраздновать успех, а чтобы убедить друг друга, что они все еще живы и обладают индивидуальностью, выходящей за рамки товарного знака, связанного с их именами. Давление, связанное с необходимостью быть идеальным Ви и Чингуком, убило свободу Тэйона и Чингука как простых смертных. Давайте будем честны с собой. Разве корейская индустрия развлечений давно неизвестна как безжалостная машина по зарабатыванию денег? Однако то, что произошло с Чингуком и Тэйоном, находится на другом уровне. Они больше не просто айдолы. Они – государственные активы, дипломатические символы и лица современной цивилизации. Это бремя, по словам матери, и создает изнурительный психологический стресс. Каждый их шаг отслеживается миллионами глаз, и каждое их мнение может спровоцировать геополитические дебаты. Представьте себе молодого человека лет 20, которому приходится нести на своих плечах груз культурной дипломатии, одновременно исполняя энергичные версии зажигательных поп-песен. Разве это не рецепт для нервного срыва? Следующий глубокий шок вызвали подробности того, как внутренние системы агентства обрабатывали эти условия. Вместо того, чтобы дать им настоящий перерыв, полный отдых от камер и обязательств перед СМИ, им часто предлагали временное решение в виде кратких консультаций, проводимых между музыкальными и напряженными тренировками. Мать Чингука описала ситуацию как заклеивание большой дыры листом бумаги. Она подтвердила, что ее сын и Тэйон просили о более длительном перерыве, но их просьба часто встречалась в виде рекламных контрактов и мировых турне стоимостью в триллионы. В этом и заключается трагедия. Они слишком ценны, чтобы позволить им отдохнуть, но слишком хрупки, чтобы продолжать быть вынужденными ходить. Эмоциональный подтекст этой истории усиливается, когда мы слышим, как Чингук плачет, прощаясь с матерью после короткого визита, словно каждое прощание – это шаг к полю битвы, на которое он больше не хочет ступать. Они испытывают глубокую тоску по нормальной жизни, которой не чувствовали с подросткового возраста. Мать Чингука упомянула, что однажды он сказал ей: «Мама, я забыл, каково это – быть Чингуком, который любил рисовать, не думая о том, будут ли мои рисунки оцениваться миром». Это простая фраза, кинжал, пронзающий сердце каждого, кто ее слышит. Это крик о помощи, который они смогли передать только метафорически в своих сольных песнях, которые, если переслушать их сейчас, будут восприниматься как наполненные скорбью свидетельства. Между тем, положение Тэйона в этой драме не менее печально. Как человек, глубоко ценящий личную жизнь и самовыражение, он чувствует себя запертым в коробке, которая с каждым днем становится все уже. Психическое напряжение, которое он испытывает, часто проявляется в виде острой социальной тревожности.
Мать Чингука подтвердила, что Тэйону часто приходилось бороться с паническими атаками незадолго до выхода на большую сцену. И все же, что видит зритель? Живого танцора и харизматичного певца. Их способность скрывать страдания за выступлением мирового класса свидетельствует об их исключительном профессионализме, но в то же время о самой техой из человеческих трагедий. Вы когда-нибудь задумывались, почему так много песен BTS посвящены теме любви к себе? Возможно, все это время они пытались исцелить себя через музыку, одновременно предупреждая всех нас. Мать Чингука намекает, что кампания «Люби себя» на самом деле родилась из глубоко укоренившейся потребности участников найти причину оставаться на плаву под слепым давлением. Однако, как ни парадоксально, чем масштабнее музыка, тем больше становится. Возложенные на них ожидания слишком велики. Они должны быть образцом для подражания в вопросах психического здоровья во всем мире, в то время как их собственное психическое здоровье находится на грани краха.